Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 сентября. Давайте узнаем, что или кто спешит на ваш порог, что случится или произойдет до конца сентября. В целом сентябрь месяц ясности. Вот и вы, скорее всего, что-то будете выяснять, прояснять, что продолжать. И понятно, то, что будет свидетельствовать о каком-то прогрессе, то, что имеет смысл. И в этом нам помогал, по крайней мере, с начала месяца, 7 числа, коридор затмений. Мы именно что-то выясняли. Здесь была какая-то, может быть, тема, которая была вызвана событиями даже двухлетней давности или у кого-то. Это те события, которые развернулись в течение лета, вплоть до последних чисел августа. И тоже тут надо себя будет либо перестроить, либо принять уже какую-то сложившуюся данность. Точно так же, как и то, что, ну, не может быть прогрессом. И поэтому мы делаем выводы, разбираемся с чем-то. И ясности явно в течение сентября будет больше. Вот давайте мы с вами узнаем. 4 карты колоды Ленорман. Достанем, пусть они для нас будут как знаки судьбы. Ну или о сфере жизни, чем вам придется заниматься больше, чему уделять внимание больше, да? Какие подсказки нам дадут карты? Жизнь не бывает полностью предсказуема. А если мы уже спросили, что или кто спешит в вашу жизнь, какие события, с чем это связано, то давайте на колоде Таро достанем такую одну карту. И следующая карта неожиданности, неожиданные события. В чем ваша фортуна, мои дорогие, в чем повезет? И дальше смотрим. Энергия любви, личная жизнь, отношения, энергия финансов до конца сентября и энергия ваших достижений. Ну, у кого-то тут договоренности, у кого-то документы, учеба, ну или сама по себе работа. Ладно, давайте будем узнавать. Вот ваша задача укреплять свои позиции и все то, что надежно. Это самый сильный медведь. Говорят, белый медведь – это, оказывается, самый сильный из всех медведей, мои дорогие. И 15, если соединим, 6 число победы, победителя. Вот какая-то, смотрите, здесь с одной стороны десятка треф. Это может быть и новость, кстати, может быть новость, которая будет связана с какими-то инстанциями, решениями, бумагами, ну, то есть с каким-то официальным, либо письмом, либо, может быть, это устно, что-то вы узнаете, и вам с этим придется провзаимодействовать, но какой итог вы получите? В чем-то победа. По крайней мере, даже в сложной какой-то ситуации вы можете сделать тут для себя максимум что-то хорошо. И у вас сильная позиция, но карты не исключают, что вам, может быть, и придется и договариваться где-то, а у вас это получится. Уран в вашем знаке зодиака вам определяет, вот, пожалуй, до начала ноября, даже первые числа, первая неделя, то, чем вы будете заниматься последующие 7 лет. Может быть, и некоторые дороги закрываются, может быть, и вы сами уже куда-то не пойдете. Но вот вы определяетесь вообще с какой-то стратегией и тактикой. И у вас сильная позиция, тем не менее. Правда, вестник нам, рыцарь буквально, да, всадник показан. И посмотрите, радуга – это как возможности. Это именно прообраз возможностей каких-то, возможно, и переезд. Бумага, да, как всадник в качестве почтальона. Правда, получение известия какого-то и, скорее всего, от момента получения документа, новости. Или, может быть, это даже то, что вы слышите в средствах массовой информации. Каким-то образом это имеет значение в вашей жизни. Поэтому нам надо будет тут и что-то додумать, продумать, про как-то сложить, как это откликается в вашей судьбе. Но, может быть, это какая-то возможность перемещения, переезда, или к вам кто-то, может быть, с таким письмом торопится, да, или вы куда-то отправляетесь для того, чтобы получить важную бумагу, и все то, что я говорила по первой карте, ну, где-то соединяется вместе с этой картой, но в конечном итоге 9. С одной стороны 9, по нумерологии число перемен. И это тоже вибрирующее число.
То есть мы если перевернем, то мы получаем 6, уже видим, да? Опять же, есть в каком-то вопросе, теме победа. Есть в какой-то степени, по крайней мере, радость, потому что это девятка червей. Нам не говорят, что это любовное письмо. Ну, может быть, как раз любовная тема у вас, для кого-то из вас это будет. Ну, основная тема этой декады, но начало нового. Тут, правда, мы подводим итоги, строим планы на будущее, но все же есть какие-то, знаете, судьбоносные вехи или судьбоносные решения, которые для вас открывают новый жизненный этап. Будьте внимательны. Карта сад. Много общения, много контактов. Может быть и перемещений ваших. Может быть контакты самые разные. По аркану сад нам потребуется все-таки и критическое мышление, умение слушать, быстро анализировать, перестраиваться. Почему? Потому что аркан сад говорит много, в принципе, контактов. Люди разные. И, может быть, это будут даже те персоны, которых вы не знаете. Возможно, у кого-то это совпадет. Это вы как в новой общности людей находитесь. И вы их не знаете. У кого там что на уме тоже. Стало быть, вам придется быть несколько аккуратным или аккуратной. Но, видимо, все то, с чем нас сталкивает или с кем нас сталкивает период сентября, это имеет значение на какой-то последующий период. Как будто не происходит ничто случайно или просто так. Все имеет свой смысл. Поэтому какие-то контакты, ну, может быть, на данный период времени вы можете воспринимать как, ну, такое малозначимое лицо в вашей жизни. Но пока не делайте выводов, я бы сказала. Вот именно внимание, осторожность и понимание, что, а вдруг мне с этим человеком еще придется столкнуться. Но вы, если вы захотите, вы можете быть королями общения, мои дорогие, за счет ваших врожденных качеств. Быстро, как и перестраиваться, быстро анализировать. Все же у нас и пики здесь показаны, а пики это как мечи второй, это и интеллект, значит и анализировать вам что-то придется. Скучать будет некогда. И для того, чтобы что-то стабилизировать, все-таки 22. И одновременно, если сложим, то это 4. Это уже стабильность, это какой-то якорь. Вам нужно будет делать выбор. Причем этот выбор может касаться по части ваших заработков, работы, потому что бубны. А у кого-то по месту вашего, может быть, перемещения или месту вашего нахождения. Где вы есть сейчас, где вы будете в ближайшее время или планируете. Как или какое может быть, или общность, я говорила, да, вот, соответственно, еще и аркан у нас сад выпадает, или ваше окружение, какой менталитет вокруг вас. Может быть, у кого-то стоит вопрос о переезде очень далеко. И тогда тоже вы будете тут пытаться что-то просчитать, узнавать информацию, но все равно выбор присутствует. Как будто есть два варианта, но уже нам солнечным волшебным светом подсвечен один только какой-то максимально правильный путь или словно та дверь, которую мы должны открыть. За ней находится наша мечта. Будьте готовы, что выбор какой-то серьезный, скорее всего, вам придется делать в той или иной сфере жизни. Ладно, что или кто спешит в вашу жизнь? Он вообще праздник после победы спешит в вашу жизнь. И карта дополняет, дом нам показан, правда? Это может быть место вашего временного пребывания. Ну, может быть, у кого-то командировки, переезды, перемещения или жизнь вот теперь берет такой поворот, когда прежде не было много командировок, а теперь вот будет, да, и вы будете где-то обустраивать свое жилье на новом месте. Иногда именно четверка об этом говорит. Или приводить в порядок собственное жилище. И когда мы меняем пространство, куда мы приходим отдыхать, делаем его более уютным, комфортным, мы заходим, когда в дом, да, где мы находимся, мы себя приносим домой самого разного. Иногда вдохновленного, иногда радостного, иногда печального. И дом нас принимает любыми. Вот для вас, в принципе, то место, где вы проводите отдых или где вы восстанавливаете силы, мои дорогие, это будет важно. И еще по четверке жезлов это те люди, которым вы можете доверять. Тут, правда,
стабилизация какая-то у вас намечается, или если какая-то тема была словно зависшая в воздухе, скорее всего, тут тоже что-то будет, как и проясняться, может быть, за счет некоторых сообщений, известий. Но и вы-то в таких энергиях, когда, да, выбор нужно будет делать. И тогда праздник после победы. Мне все же хочется сказать, что вы останетесь чем-то довольным. Давайте неожиданности, возможности. Это надежные люди, это наша семья по десятке пентаклей. Опять же, это вопросы дома, жилища, откуда к вам приходят деньги. И взаимодействие, безусловно, да. Может быть, и подписание каких-то важных документов по части жилища. Или каких-то важных бумаг получения. Ну вот посмотрите, праздник после победы и десятка пентаклей. Да, у кого-то в неожиданностях получение крупной суммы денег. Может быть, это деньги вашего партнера, я этого тоже не исключаю. У кого-то создание семьи, создание прочного союза. Но даже если вы один или одна, ну, я не могу сказать, что тут прямо знакомство, но, скорее всего, тут как, к примеру, даже тот человек, с которым вы, возможно, дружили, вот я такое допускаю с учетом этих двух карт, может вернуться в вашу жизнь, хотя я могу предположить, что и вы сами кого-то будете возвращать. Вот и такое тоже я могу предположить. Но для вас как будто неожиданности. Не бойтесь, что что-то меняется, потому что для вас, ну, наверное, как судьба берет шефство над вами, мои дорогие близнецы, и так или иначе для вас все что-то с большим плюсом складывается. Ладно, в чем ваша фортуна? Самое главное не прокрастинировать, не создавать себе путаницу и иллюзий. И у нас Солнце в Деве, и заканчивается коридор затмений 21 сентября. Это как раз мы смотрим с 20 по 30. Это где-то в первых числах декады может такая кульминация произойти, когда вот что-то-то как раз и прояснится. Хотя я не исключаю до конца месяца. Знаете, гоните от себя прочь то вот как какая-то иллюзорность. Потому что вот с одной стороны, в чем ваша фортуна? Я могу допустить, что я уже говорила, что вам как высшие силы помогают. Вот это присутствует. Но и самим-то не быть в иллюзиях, ведь тут тоже будет очень важно. Потребуются какие-то действия, мои дорогие, и в этом вам будет помогать фортуна. И значит, карта говорит, ты можешь ничего не делать, а можешь быстро собраться и как-то включиться в какую-то тему. Вопрос. Самое главное – фортуна. Не потерять времени даром. Может быть, некоторые темы, вопросы, или решить что-то, или на что-то решиться. Вам нужно будет буквально в моменте здесь и сейчас. Но фортуна вам в этом будет помогать. Энергия любви, ну, сама, наверное, любовь, мои дорогие, это правда. Радость, конечно, по тузу чаш. Это даже, знаете, наверное, всех сфер жизни касается, потому что вы сможете что-то сложить в красивый узор. Еще раз повторяю, правда. По тузу чаш вы чем-то останетесь довольны. Либо у кого-то решение вопроса жилищного характера, да, у кого-то согласований важных, у кого-то это будет одновременно финансовая какая-то история. Но ведь и правда тут для вас что-то складывается с большим плюсом. В том числе и по части ваших доверенных лиц, вашей личной жизни, ваших взаимоотношений, ну, может быть, и тех, кто вас любит, мои дорогие близнецы. Тут правда какая-то история. И кто его знает в неожиданностях? Может быть, и предложение руки и сердца. Кто-то всерьез будет думать, если складывались какие-то отношения прежде, а не закрепить ли нам их юридически. Но счастье, радость, где-то, знаете, и эмпатия, но где-то и более восторженные чувства я тоже не исключаю. Ладно, энергия финансов. Правда, у кого-то получение денег, получение итога, аркан мир. Опять же, это какой-то итог или как победа, и вы остаетесь довольны. Может быть, это какой-то более сложный вопрос, ведь это старший аркан. Когда на мировую пойти, да, может быть, у кого-то вопросы в судах даже, да, и там ну, была финансовая составляющая или имущество разного, движимого, недвижимого. Тут же у каждого по-своему, правда? И вы все равно к итогу подводите. И рядом туз чаш.
да вы чем-то останетесь довольны. И пусть какая-то ситуация неоднозначная, сложная, не назовешь, ведь тут и выбор у нас есть, и контакты самые разные, может быть, даже со сложными людьми или даже сильными мира сего, мои дорогие. Ведь мы каждый на своей ступени иерархии находимся. Меня смотрят совершенно разные люди, еще из разных стран. У каждого свои заботы. И пусть публика вокруг вас, окружение такая разношерстная, но ваши лучшие качества. Плюс, наверное, это как помощь фортуны, ангелов небесных. У вас, для вас складывают что-то в более позитивный какой-то сюжет, который будет работать на последующее будущее. То есть сейчас вы можете как и подводить итоги, но уже с большим оптимизмом в целом смотреть в будущее. Сфера ваших достижений. Но будьте готовы к неожиданностям. Отчасти карта перемещения. Эта карта также может говорить, смотрите, рыцарь жезлов. Это тоже где-то вот как всадник в колоде Ленорман. Это известия, новости, причем так. Получили одну информацию, вроде бы мы с чем-то определились, и вполне вероятно, через короткий промежуток времени мы еще какую-то информацию получаем. Это по части работы, достижений, чем вы будете заниматься. И вам придется рассматривать разные варианты, может быть, что-то корректировать. То есть будь готов к неожиданностям. Это может касаться работы, учебы, согласований, перемещений. Ну, в общем, все то, что где-то будет связано даже с документами, бумагами и, опять же, с прогрессом. Возможно, для кого-то из вас на сферу достижений нужно быть мобильным. Ну, немножко так не конкретно говорит карта, но тем не менее достижение. Ведь карта мобильности, скорости. Тут что-то нельзя отложить на потом, на завтра, иначе мы время упустим. Я уже об этом говорила. И вполне вероятно, у кого-то из вас для достижения каких-то или решения вопросов вам нужно быть буквально постоянно мобильным. Может быть, и проверить свой автомобиль, чтобы там все было в порядке, да? Ну, это так вскользь не об автомобиле, это карта. Но все же нам уже она не первая, которая говорит о том, что нужно будет как-то перемещаться или словно возможность не упустить, правда, не отложить что-то на потом. Поэтому к этому тоже будьте готовы. Вообще сказала бы, скучать вам будет некогда. Какой-то драйв у вас намечается до конца сентября, который может принести и победы, и счастье, и радость, и подведение итога, который даже в сложной ситуации, если вы проанализируете, можете себя похвалить за стойкость, выдержку или самому себе сказать оправданно: я сделал или сделала все, что мог. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Я благодарю за ваши волшебные, искренне добрые комментарии, за то, что вы смотрите мое видео. Оставайтесь со мной, мои дорогие, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.